История человечества пестрит неразгаданными тайнами. Порой они лежат на самом виду, а порой не так очевидны. Иногда и вовсе скрыты под толстым слоем фантазий, сказок и лжи. Одной из таких загадок, или даже целым комплексом загадок, является, конечно же, религия. Сейчас на Земле доминирующими являются так называемые авраамические религии. Это, конечно же, иудаизм, христианство и ислам. Официальной точкой зрения считается, что родоначальником всех этих религий был иудаизм, от которого затем откололось христианство, а позже из него отделился и ислам. Но на самом деле все гораздо сложнее и запутаннее. Иудаизм изначально не являлся единой религией. Даже сейчас он разделен на ортодоксальный иудаизм, харидим, хасидизм, консервативный иудаизм, реформистский, реконструкционный, караимизм, самаритянский иудаизм, эфиопский и многие-многие прочие. Христианство также разделено на конфессии: православие, католицизм, протестантизм, лютеранство, миофизийство, доэфесские церкви и, опять же, эфиопская церковь и многие-многие другие. Да и ислам не един. Сунниты и шииты, аббадиты – это самые крупные ветви, если не считать множество мелких. И это многообразие порождает огромное количество мифов, легенд или, скажем мягко, толкований, как совсем древних, так и современных, которые, каждая по-своему, объясняют эти различия и их появление. Само собой, каждое направление показывает именно себя источником мудрости, а остальных считает неверными. И, само собой, подавляющее большинство этой информации – ложь. Конечно, с частицей правды, но в основном это ложь во благо той или иной конфессии. Просто потому, что так устроен человек. Нам свойственно придумывать истории для увеличения собственной значимости и уменьшения значимости иных. И это свойство человека позволило нам накопить невероятные горы исторического мусора, под которым надежно и намертво похоронена реальная история. Более того, любые попытки расковырять истину лишь увеличивают количество этого выдуманного мусора, поскольку без включения фантазии и тех самых толкований и интерпретаций обойтись уже не получится. А значит, любая новая теория, любая новая гипотеза, в том числе и моя, как бы близка она ни была к истине, истиной не является, а является лишь личным пониманием того или иного человека, той или иной истории. А значит, по большому счету, тоже является сказкой, фантазией. Так как же быть? Неужели правду мы уже никогда не узнаем? Вы на канале «Эпоха недоверия» с Михаилом Калмыковым. И в этом фильме мы с вами попробуем разобраться с некоторыми неочевидными, на первый взгляд, загадками истории. Как уже сказано в предисловии, это расследование не является истиной в последней инстанции, поэтому отнеситесь к нему с изрядной долей скепсиса. Однако мы с вами попробуем поднять те вопросы, которые обычно стараются не замечать и обходить стороной. А для того, чтобы понимать, куда смотреть, подсветим основные маркеры развития авраамических религий. По хронологии, официальная версия, само собой. Итак, примерно 4000 лет назад зародился иудаизм. Он является первой и основной монотеистической религией, в которой главный упор сделан на том, что Бог всего один, и нет никаких других богов, кроме Него. Это и являлось главным отличием монотеистических религий от всех остальных, существовавших на тот момент в мире. Потому оно и получило такое название
Моно означает «один». Один Бог и никого кроме Него. Какое-то время эта религия существовала совместно со всеми остальными на планете. Попутно происходили различные эпохальные с точки зрения евреев события, такие как исход, например, поиск земли обетованной, войны с неверными, взятие Иерихона, и так далее. Со временем в этой религии начали появляться пророчества о пришествии на землю Мессии, посланника Бога. Ключевым пророчеством стало пророчество Исаии об Эммануиле. Хотя были и другие, конечно же. Например, пророчество Иакова, обетование Аврааму, пророчество Михея и так далее. И вот, примерно 2000 лет назад это пророчество наконец сбылось, и на землю явился Иисус Христос. И вот это событие послужило мощнейшим ударом, в результате которого иудаизм раскололся на две части. Одна часть не признала Христа как Спасителя из пророчества и даже немало посодействовала его убийству. А вот другая часть, наоборот, признала и образовала новую ветвь религии – христианство. Далее события развивались своим чередом, пока еще через 300 лет римский император Константин накануне битвы у Мульвийского моста в 312 году нашей эры не получил во сне видения, где к нему явился Христос и повелел начертать на щитах солдат своей армии буквы XR. На следующий день Константин увидел в небе крест и услышал голос «Сим победишь», после чего выиграл битву. Вот с этого момента христианство якобы стало официальной религией Римской империи. Следующее эпохальное событие произошло еще 300 лет спустя. В 632 году нашей эры на Аравийском полуострове в городе Мекка появился человек по имени Мухаммед или Магомед. И он провозгласил новую религию, которую назвал ислам. В буквальном переводе оно означает, собственно, «единобожие». Хотя, по большому счету, ничего особо нового в ней не было. Она использовала ту же историю, тех же пророков, что и остальные авраамические религии. Однако, как и в любом авраамическом направлении, основные вехи и пророки сохранялись те же самые. Например, Иисус Христос также присутствует в исламе под именем Иса ибн Марьям, то есть Иса, сын Марии. И прочие тоже есть. Новая религия распространилась на всем Аравийском полуострове, затем на всей северной части Африки, в Малой Азии, вплоть до северных границ Индии на востоке и до Константинополя на севере. И произошло это буквально со скоростью молнии, то есть за каких-то 12-15 лет. С тех пор наступила некая стагнация. Новые религии больше не появлялись, но зато активно делились на конфессии. Один из самых драматических эпизодов приходится на середину XI века, когда в 1054 году единая христианская церковь разделилась на католическую и православную, и который закончился в конце XIV – начале XV века расколом католической церкви, когда существовало одновременно 3 римских папы. За это время католическая церковь разделилась еще несколько раз. Возникло протестанство, лютеранство, кальвинизм и прочие англиканства. Такова официальная версия. Но есть нюансы. Вот их мы сейчас и обсудим. Первое. Протокол безопасности. Как мы с вами выяснили в предыдущих сериях, вся официальная история держится на нескольких ключевых моментах. Во-первых, мифология. Я имею в виду не только греческую, римскую, египетскую или, к примеру, шумерскую мифологию, Ветхий и Новый Завет, Тора, различные религиозные пятикнижия, Библии, Евангелия, апокалипсисы – это тоже мифология.
По факту они ничем не отличаются от греческих сказаний о подвигах Геракла, к примеру, от Титаномахии или эпоса о Троянской войне, или от скандинавских песен об Одине, Торе и Локи. И там рассказывается о богах, об их деяниях на земле и влиянии этих действий на человеческую жизнь и цивилизацию. Пожалуй, единственная разница лишь в том, что авраамические религии говорят об одном единственном боге, а мифология других культур насыщена многими богами и взаимоотношениями между ними. Однако это лицемерие, поскольку с одной стороны в любой иерархии всегда существует один главный руководитель, он же Верховный Бог, как тот же Один, Ра, Перун или Зевс. Все остальные боги рангом ниже и являются его подчиненными. Ровно то же самое и в авраамических религиях. У единого Бога есть ангелы, его подчиненные, посланники, и бесы, его противники. И это именно божественные создания, поскольку людьми их назвать никак нельзя, благодаря их силам и возможностям. Конечно, они на порядке слабее главного Бога. По сути, всегда являются его творениями, но они также и не люди. Кроме того, довольно часто возникает ситуация, когда творения Бога начинают идти против него и пытаться его свергнуть. Классический пример – сатана, шайтан, дьявол. Он не Бог, он его творение, его детище, но пытается свергнуть его и занять его место. А если вспомнить греческую мифологию, то там это вообще в порядке вещей. Кронос сверг своего отца Урана, Зевс свергнул своего отца Кроноса, и с тех самых пор ждет подвоха от одного из уже своих сыновей, который его свергнет. Как видим, ситуация везде примерно одна и та же. Что, собственно, наводит на мысль о том, что тот Верховный Бог, которому сейчас поклоняются подавляющее большинство людей на земле, авраамический единый Бог, это один из древних богов, скорее всего, сам Зевс. И он, зная, как управлять сознанием и поведением, и зная, что пророчество о его свержении своим сыном еще актуально, попросту запретил даже думать о том, что есть кто-то еще, кроме него. Прекрасный ход. И этот протокол защиты есть во всех авраамических религиях. А в исламе он доведен до предела, полным запретом на изображение Бога, на любые сомнения в нем, и даже на упоминание его имени вслух. Однако и в этом протоколе есть дыры. Например, в христианстве и Торе существует два понятия Бога – Бог Яхве и Бог Саваоф. Причем Яхве, или в другом прочтении Иегова, это его имя, а Саваоф – это его титул, обозначающий в переводе «Бог воинств». Это и есть дыра в протоколе, поскольку любое имя как таковое – это отличительный признак среди равных или подобных. Если Бог един, то ему не нужно никакое имя вообще. Он Бог, и другого Бога не существует. Зачем тогда отличительный признак в виде имени? Второй прокол – это сам титул. Титул точно так же носит некто среди подобных. Например, полковник, генерал, барон, лорд и так далее. Он точно такой же человек, как другие люди, но у него есть титул, говорящий о его положении и позволяющий командовать другими точно такими же с физиологической точки зрения людьми. Если Саваоф – единственный Бог, обладающий всеми силами Вселенной, если он и есть сама сила Вселенной, то с кем ему воевать? И почему он сам единолично не может кого-либо уничтожить? Зачем ему воинство, которым он управляет? Но если вспомнить греческую, римскую,
шумерскую, египетскую и любую другую неавраамическую религию, тогда становится понятно зачем. Среди богов идут войны. И у них есть как главнокомандующие, так и рядовые солдаты. Каждый из которых, тем не менее, на порядке сильнее и могущественнее любого человека. И некто по имени Евсевий Кесарийский прекрасно это понимал, когда составлял свою хронологическую таблицу исторических событий. В ней указаны как равноценные события и библейские, и греческие. Поэтому давайте зафиксируем факт. Та религия, которая основана на Торе или Библии, это точно такая же мифология, как и греческие мифы. Они абсолютно равны по значимости. И там мифология. Однако и то, и другое является базой нашей истории и воспринимается с определенными костылями и поправками как истинное. То тут, то там, то и дело находятся люди, которые находят то кумранские записи, то Трою, подтверждая таким образом мифологию и мифологические события. Затем на основе этой таблицы мифологии, составленной Евсевием Кесарийским, другой историк, Скаллигер, составил уже более полную историю, которую мы уже вполне официально считаем исторической правдой. Там уже нет богов и мифологии. Через историю Скаллигера происходит некий ритуал очищения истории от якобы мифов. Это такой костыль, заплатка, преобразователь, который незаметно для глаз переводит историю из разряда сказок в разряд научной истины. И вот с этого момента можно говорить о научности истории, закрыв глаза на мифологию. Кстати, Скаллигер был не первым таким преобразователем. Первой попыткой можно, наверное, считать Геродота, который, по сути, точно так же обыгрывал мифологию, переводя ее в разряд обыденных событий. Например, в истории с аргивянкой Ио у него нет никакого Зевса, нет превращений и путешествий в заколдованном виде. Однако сам факт он сохранил, обыграв его так, что она сама решила сбежать с финикийскими торговцами, что послужило началом целой цепи эпических краж принцесс, включая и кражу колхидской принцессы Медеи и заканчивая кражей Елены Троянской. Он, собственно, в самом начале своей истории, в первой главе, на первых же страницах, так и пишет: «Во всем виноваты финикийцы», то есть по-современному евреи. Причем пишет буквально: по словам сведущих среди персов людей, виновниками раздоров между эллинами и варварами были финикияне. Однако история Геродота не выполнила своей задачи и, видимо, была забракована, уступив место истории Скаллигера. И причиной забраковки, на мой взгляд, стало упоминание о множестве богов. Кроме того, в его интерпретации центром мира был Египет и Персия, даже не Греция. Еще одним, но самым крупным, самым фатальным нарушением протокола собственной безопасности Верховного Бога является само пришествие Иисуса Христа, поскольку Он провозглашается как Сын Бога, а это автоматически создает прецедент, где богов становится два. Один главный – Яхве или Саваоф, а второй – Его Сын. Получается, что само наличие Христа рушит весь тщательно выстроенный протокол безопасности о том, что Бог всего один. И в Евангелиях Христос прямо намекает: «Я пришел разрушить старый храм», то есть старую веру. То есть получается, что Иисус был одной из первых и по сей день самой мощной попыткой диверсии власти единого Бога. С ней нужно было что-то делать. Возможно, именно поэтому иудеи не признали Иисуса и распяли его.
Но противник был, очевидно, гораздо мудрее и дальновиднее их. Своими действиями они сами попали в заготовленную им заранее ловушку. Христос доказал свое божественное происхождение и самим своим существованием разделил единую божественность надвое. То есть доказал, что Бог не один, их как минимум двое. А значит, могут быть и другие. Больше, чем двое. Намного больше. План, достойный истинного провидца, ясновидца, которым всегда был в греческих мифах Прометей, и у которого был немалый счет Зевсу. Подробнее об этом в моем фильме «Восстание Прометея». По дальнейшим событиям видно, что очередная война богов между собой началась, но на этот раз тихо, без громких битв и потрясений, поскольку любой вынос этой битвы на публику автоматически показывает наличие других богов. Получается эдакий шахматный цугцванг, то есть такое положение вещей, при котором любой следующий ход только ухудшает ситуацию. Таким образом, война перешла в идеологическое русло. Римская империя начала активно преследовать христиан. Их обвиняли в поджоге Рима, были замучены апостолы Петр и Павел. Гонение христиан, а по сути просто война с ними, продолжалась в Римской империи 300 лет и вполне могла завершиться их полным уничтожением. Но в 306 году нашей эры в Риме сложилась ситуация, при которой власть разделилась на две части. Одновременно правили два императора – Максенций и Константин. К 312 году борьба за единоличную власть между ними достигла апогея, и в решающей битве у Мульвийского моста одному из претендентов на трон, Константину, было видение от Христа: «Сим победишь». И после победы он провозгласил себя христианином. Само собой, с этого момента гонения на христиан прекратились. А между тем проблема двоебожия никуда не делась. Началось распространение арианства, движения, отвергающего божественную природу Иисуса, что неудивительно и логично. И, видимо, поэтому еще через 13 лет, в 325 году нашей эры, через 300 лет после распятия Христа, согласно официальной хронологии, состоялся самый первый Никейский собор, на котором было принято считать Христа единой сущностью с Богом Отцом, потому что иначе богов бы стало два, а это невозможно, согласно протоколу безопасности Зевса. Но идеологический удар Христа был такой силы, что это подействовало слабо. Людям не запретишь думать. Тогда еще через 300 лет появился ислам, в котором запрет на обсуждение Бога возведен в абсолют. И хотя этот абсолют продолжается до сих пор, но очень скоро стало очевидно, что и этот прием не помогает. Ислам не стал единственной религией на земле, а христианство начало задумываться. И оно тоже стало раскалываться на части. Инквизиция также не могла заставить людей прекратить думать и остановить технический прогресс. Это еще один намек на Христа Прометея, дарующего людям огонь и знания. Здесь возникает один очень интересный вопрос. Римская империя, как нас уверяют, была многоконфессиональной. В ней никто никого не преследовал за иную веру, кроме христиан. Их почему-то били и преследовали в течение 300 лет. При Нероне их обвинили в поджоге Рима, но обычными репрессиями это не кончилось, а продолжалось снова и снова. Причем зачастую инициаторами гонений были другие граждане. Чем христиане вызывали такую ярость и ненависть у народа, привыкшего к тому, что у всех своя религия? При том, что иудеев, то есть таких же сторонников единобожия, особо не трогали, а вот христиан гнали,
И наоборот, как только христианство при Константине стало официальной религией Рима, тут же начали издаваться антиеврейские законы. Мало того, еще в 312 году христиан во всей Римской империи гнали и репрессировали, а уже через 13 лет собирается Первый Никейский собор, в котором присутствуют посланники христиан со всей империи. Причем собор был объявлен не просто так, а именно потому, что среди христиан росло арианство. Таким образом, косвенные нестыковки намекают нам, что единобожие в Римской империи было введено задолго до 312 года нашей эры. И гонения на христиан были объявлены именно потому, что это была новая трактовка старой, уже ставшей основной религии. В 1054 году нашей эры, 16 июля, в соборе Святой Софии в Константинополе произошел великий раскол христианской церкви на католическую и православную. Запомните эту дату. Именно тогда появились православная Восточная христианская церковь и католическая Западная. Однако процесс не остановился, и, как мы уже знаем, с 1394 года Константинополь оказался в почти непрерывной многолетней осаде турок. А в Европе в этот же момент оказалось внезапно сразу 3 римских папы, воюющих между собой за власть. И в 1423 году из Константинополя были вывезены все рукописи практически всех античных философов и писателей, которые мы сейчас знаем. Характерно, что о многих событиях, которые я сейчас вам рассказал, мы знаем именно из записей загадочного Евсевия Кесарийского. Например, об императоре Константине, об обстоятельствах его ведения перед битвой и принятии им христианства мы знаем только от него. По счастливому стечению обстоятельств император Константин и Евсевий Кесарийский были друзьями, в то время как о самом Евсевии Кесарийском мы знаем из рукописей XV-XVI века, переизданий XIX века и различных упоминаний. Но ранее XV века его рукописный след теряется. Вселенский совет. Еще одной загадкой религиозных соборов раннего христианства, на мой взгляд, являются Никейские и прочие соборы. Я имею в виду даже не вопросы, которые на них обсуждались, а их местоположение. С самого начала, с самого первого собора они проводились на территории Малой Азии. Либо в современной Турции, в городе Никея, либо позже в Константинополе, неподалеку от Никеи. Вот смотрите, разве это не вызывает некоего недоумения? Римская империя, на территории которой происходит Первый Никейский собор, официально еще не распалась на 2 части, западную и восточную. До распада еще 70 лет. Значит, она является единым целым. И столица империи – Рим. Император Константин в 312 году после своей победы объявляет о своем христианстве и объявляет христианство главной религией Римской империи. Но при этом религиозный центр относит куда-то очень далеко на восток, за море, на периферию государства, в современную Турцию, в город Никея. Что в этом городе замечательного и священного для христианства? Это не Иерусалим, это не Рим. В этом городе не родился, не жил и не ходил Моисей, Христос или другие пророки. Официальной причиной проведения соборов в Никее считаются следующие. Первое. Близость к восточной императорской резиденции. Второе. Наличие одного из императорских дворцов. Третье. Удобство передвижения для участников из разных концов империи, то есть равноудаленный маршрут со всех концов империи. И четвертое –
некий политический аспект. На мой взгляд, все эти аргументы никак не отвечают на главный вопрос, почему именно Никея. Ну вот смотрите, близость к восточной императорской резиденции предполагает, что император большую часть времени находится именно там, а не в Риме. В противном случае этот аргумент абсолютно ничего не объясняет. А если император на тот момент жил уже в Константинополе, а не в Риме, то почему? Он же победил. И Рим гораздо роскошнее, красивее, торжественнее. Это отмечает в своих письмах и Мануил Хрисолор. Да и папы, то есть главы церкви, предпочитают и по сей день заседать именно в Риме. Значит, было некое обстоятельство, которое делало невозможным перенос религиозной столицы в Рим в тот момент. Второе. Наличие императорского дворца. Тоже аргумент ни о чем. Мы прекрасно знаем, какие великолепные дворцы создавали античные мастера буквально по любой прихоти императора, царя или фараона. Это вообще не объяснение. Что-то вроде «потому что там есть гостиница». Либо на самом деле строить новый дворец было не так просто или и вовсе невозможно, а строила их некая другая цивилизация. Третий аргумент. Удобство переезда из любой части империи, равноудаленность. Он прекрасен в своем идиотизме. Вот вам карта Римской империи по состоянию на тот момент. Вот тут Никея, вот тут Рим. Куда вам удобнее добраться, например, из Испании, Мавритании, Египта, Галлии, Британии? Очевидно, в Рим. Он действительно равноудален. Но не в Никею. Даже из близкого Эпира добраться в Рим по морю все равно чуточку, но удобнее, чем в Никею. Если только на самом деле Римская империя на тот момент была не в Риме, а на восточных территориях. Но, как мы знаем, Восточная Римская империя появится после раскола только через 70 лет. Про политический аспект говорить и вовсе не стоит, поскольку это настолько размытое понятие, что политическим аспектом можно аргументировать все, что угодно, вплоть до расположения чашек и тарелок в кухонном сервизе. Может быть, тогда стоит поискать причины этого расположения в Библии? Может быть, город Никея, в частности, и регион Вифиния в целом оказал какое-то влияние на библейские события? Может быть, он сыграл какую-то важную роль? Да, сыграл. В первую очередь этими самыми Никейскими соборами. Но это было уже после принятия решения об этом месте, так что это не аргумент. Также говорится, что Вифиния была одним из мест зарождения ранних христиан и их убежища в периоды гонения. Этот аргумент уже что-то стоит. Но все равно еще спорный, потому что если рассматривать регионы, в которых появились первые христиане, то лучше подходит та же Армения, например. Остается последний библейский нюанс. Дело в том, что в книге «Деяния святых апостолов», глава 16, повествуется о втором миссионерском путешествии апостола Павла и апостола Силы. Так вот, там говорится о том, что апостол Павел хотел пойти в Вифинию. Это регион, где и находится Никея. Но Святой Дух запретил им туда идти без объяснения причин и направил их вместо этого в Македонию. Вот единственное библейское упоминание. Причем даже не города Никея, а региона Вифиния. А Никея была его столицей. И это очень любопытный факт. Святой Дух прямо запрещает апостолам идти в Вифинию. Почему? И почему, несмотря на это, именно в Вифинии, в ее столице Никее, были потом организованы самые эпохальные вселенские соборы, включая самый первый? Вопрос остался без ответа. Однако напрашивается вывод о некоем запретном на тот момент месте. Запретном до тех пор, пока вопрос о двоебожии не будет урегулирован.
И первый же собор в Никее именно это и делает. Уравнивает Христа и Бога как разные воплощения одной и той же высшей силы. Выглядит это как подписание мирного договора, не правда ли? С соответствующими компромиссами, уступками и соглашениями с обеих сторон. А вот вам еще один интересный нюанс. Как я уже упоминал ранее, одна из официальных причин проведения Первого собора именно в городе Никея считается то, что до него удобно добираться практически всем представителям. Вот карта распространения христианства и крупные христианские общины по состоянию на III век нашей эры, с 200 по 300 года. Мы видим очень крупную общину в Тунисе, практически целое христианское государство, на юге Испании, во Франции, практически вся Италия, множество крупных очагов в Греции, Болгарии, Чехии, Австрии, по всей Европе. Я специально называю современные названия этих территорий, чтобы было понятнее, что Европа буквально кишела множеством крупных христианских общин и конгломератов. По сравнению с одним только испанским конгломератом, Никейский выглядел более чем скромно. И суммарно все европейские общины вместе взятые вдвое, если не больше, превосходили по размерам восточные. На Первом Никейском соборе присутствовало около 300 посланников и представителей от всех конгломератов и церквей. По некоторым данным их было 218, по другим 250, максимальное число 300 человек. Хотя нет, там были не все. Точно известно имя посланника из Испании, некий Осий из Кордовы, и двоих из Италии, Витус и Винцестий. По некоторым сведениям, было еще 3. Итого максимум 6 человек со всей Европы. Все остальные 200-250 человек из восточных епархий – Палестина, Египет, Турция. А всего должно было участвовать около 1500 человек. Тем не менее, пришло около 300, то есть 1/6 всех возможных, и из них всего 6 человек из Европы. Равноудаленность, говорите? Одинаковое удобство, говорите? Нет, тут явно что-то другое. Либо на соборе присутствовало всего 17% участников, и тогда у него большие проблемы с легитимностью, либо Европа тогда не была частью Римской империи или христианского мира, либо что-то еще, что-то, что тщательно скрывается под грузом бумажных записей и разных эпохальных решений. Но что если Никея действительно располагалась в самом центре тогдашнего христианского мира? Что если она действительно была равно удалена от самых дальних точек христианского мира? Тогда получается, что христианский мир необходимо продлить далеко на восток, куда-то чуть ли не до границ Китая. И тогда станет понятно, почему практически все представители собора были с востока. Нашествие. Есть и еще кое-что, о чем мы с вами далеко не всегда задумываемся, а подчас просто не знаем. И когда мы это узнаем, это становится для многих буквально шокирующим открытием. Многие знают о татаро-монгольской империи. В России в школах это отдельная тема для уроков истории, поскольку татаро-монгольское нашествие Чингисхана на Россию было эпохальным событием. Но не только в России. Чингисхан и его империя катком прошлись по всей Азии, Персии. Они обосновались в Индии и дошли до Европы. И если Римская империя считается величайшей по длительности существования и входит в десятку самых огромных держав по территории, то татаро-монгольская империя хоть и просуществовала не так долго, но занимает первое место в истории именно по размерам. Конечно, многие тут же возразят и скажут, что первое место уверенно занимает Британская империя, но я с этим не согласен.
поскольку Британская империя является колониальной державой. И хотя на колонии распространялась британская власть, полноценными членами государства они не были. Тогда как Монгольская империя, как и следующая за ним по размерам Российская империя, колониальными не были. Все ее территории считались полноценными и неотъемлемыми частями единого государства. Монгольская империя распространялась от Дальнего Востока, от побережья Тихого океана, Маньчжурии, Кореи, Китая до Финляндии, Польши, Болгарии, Венгрии, Турции и современного Ирака и Ирана. Зародившись где-то далеко в Сибири за Байкалом, они быстро пошли на запад, завоевывая своими несметными полчищами одно государство за другим. Темпы были просто сумасшедшие. По скорости завоевания других территорий их можно сравнить разве что с Александром Македонским. Он тоже шел с сумасшедшей скоростью, но в обратном направлении. Так вот, странный на первый взгляд вопрос: а какой религией придерживались монголы? Если вы спросите Википедию, то она вам уверенно скажет шаманизм, язычество, тенгрианство или даже буддизм. Но вот что странно. Поскольку это была огромная империя, религиозные храмы она должна была оставлять после себя в огромных количествах. Ну, если не храмы, то хоть какие-то религиозные сооружения. Однако их нет. Точнее, есть, особенно на Руси. Более того, чингизиды точно строили новые храмы. Только вот сюрприз – христианские. В России есть даже целая классификация древних именно христианских храмов с разделением на эпохи – домонгольская, монгольская и послемонгольская. Других храмов они не строили. Эту особенность, кстати, давно заметили многие российские исследователи истории из энтузиастов. Более того, если вы посмотрите на карту распространения христианства, то с удивлением обнаружите, что она не совпадает с Римской империей от слова «совсем». И по состоянию на 325 год нашей эры, то есть год проведения Первого Никейского собора, восточная граница христианства ушла далеко за пределы Ирана, Афганистана и современного Казахстана. И вот уже по этой карте город Никея, как и Константинополь, получается точно в центре империи. Только не римской, а христианской. И вот с этой точки зрения Никея действительно была равно удалена от любых дальних своих границ. А если мы промотаем время до начала Монгольской империи, то с не меньшим удивлением обнаружим, что вся Европа была лишь небольшим куском христианского мира. Самые огромные территории развития христианства получило именно на Востоке, и оно практически полностью совпадает с Монгольской империей Чингисхана. Обратите внимание, что распространение христианства в основном шло не на запад, а именно на восток. Трудно себе представить, что проповедники шли в безлюдные или малозаселенные регионы, коими сейчас являются Дальний Восток, Сибирь, Центральная Азия. Нет, они шли именно в самые густонаселенные места, чтобы получить больше приверженцев и паствы, в самые большие города и страны. И татаро-монгольское нашествие с их бесчисленными войсками прямо это подтверждает. Людей в районе современного Байкала, к примеру, жило очень много. Затем, правда, карта нам показывает, что христианство внезапно исчезает, и на его месте моментально появляется некий шаманизм, одновременно с зарождением Монгольской империи. Но, во-первых, не забывайте, что зародилась Монгольская империя именно среди христиан. И христианство накладывает полный запрет на любое многобожие и шаманизм. Как же так случилось, что внезапно, сразу и везде в Азии оно проиграло? Что должно было произойти? Никаких мессий и пророков у шаманизма нет.
Нет лидера, который повел бы за собой людей и дал им идею. Сама идея эфемерна и расплывчата, поэтому шаманизм в принципе не мог победить, если только не случилось какой-то катастрофы, которая полностью и моментально уничтожила веру в Бога вместе с его проповедниками и храмами. Например, в случае с иудаизмом появился пророк Моисей, который дал идею и повел за собой людей. В случае с христианством также появился пророк Иисус, который дал новую идею и повел за собой людей. Даже в случае с исламом появился пророк Мухаммед, который опять же дал идею и повел за собой людей. С шаманизмом же этого не может быть в принципе. Никаких пророков, никаких великих идей. А в этом случае борьба настоящей религии с шаманизмом длилась бы вяло в течение сотен лет и никогда бы не закончилась победой шаманизма. Значит, произошло нечто катастрофическое. То, что мгновенно убило веру в Бога сразу у тысяч и миллионов людей. Мало того, уважение монголов к христианской вере, их согласие строить именно христианские, а не шаманские храмы, очень прозрачно намекает, что эта вера была им близка. Они еще помнили, что она значит для других людей. Тем не менее, в какой-то момент времени бесчисленные орды монголов, назовем их так, вдруг пошли на запад. Ну хорошо, допустим, что у монголов просто появился лидер – Чингисхан, который объединил и направил их в великий завоевательный поход. Разве такого не бывало раньше? Да, конечно же, было. Например, тот же Александр Македонский, которого мы подробно обсуждали ранее. Но есть одна странная закономерность. Поход Чингисхана был не первым и не последним в целой череде разрушительных походов на протяжении определенного времени. Первыми были, пожалуй, турки-сельджуки, которые, внезапно появившись где-то в районе Амударьи, лавиной пошли на юг и на запад, дойдя до Константинополя. Официальная история говорит нам о долгой подготовке этого похода и предшествующих событиях. Но это и не удивительно. Если что-то случилось, то оно обязательно должно иметь предысторию. Однако официально решающий поход, разгромивший сопротивление Византии, был начат в 1054 году. Год спустя еще одно нашествие из того же региона шло севернее, но все так же на запад, и на этот раз это была империя Дешт и Кыпчак, или по-русски половцы, то есть параллельно из одного и того же региона. На запад шло нашествие половцев севернее Каспийского и Черного морей, а южнее их нашествие сельджуков. Затем, 100 лет спустя, в 1157 году, ровно в том же регионе как-то внезапно образовалось государство Хорезм-Шахов, и они пошли точно по пути сельджуков. Но до Византии не дошли. И вот после этого, еще через 70 лет, снова из того же региона появились монголы. Точнее, не из того региона, а гораздо дальше, из Байкальских степей. Но проходили на запад они тоже, в том числе и через регион Амударьи. И они также дошли до Константинополя. Но захватывать его не стали. Еще через 100 с лишним лет из того же региона Амударьи уже в 1370 году пошло новое нашествие на запад. На этот раз это была империя тимуридов. Они также дошли до Константинополя, разгромив империю османов, но также решили его не захватывать, а просто отдали земли обратно османам. В чем был смысл этого нашествия, непонятно. Кроме перечисленных волн нашествий, было еще множество поменьше. Но всех их объединяет одно. Они каким-то образом, внезапно, из ниоткуда, появлялись где-то в районе Амударьи и маниакально шли на запад, очень быстро захватывая все земли. А затем растворялись под новыми волнами
таких же нашествий. В случае с монгольским нашествием мы знаем, что родиной у них были земли вокруг озера Байкал. Из всех этих замечательных нашествий очень сильным ярким пятном выделяется одно, самое первое, произошедшее, согласно официальной истории, аж за 1000 лет до описанных выше событий. В 209 году до нашей эры на землях вокруг Байкала и к югу от него, точно там, где спустя 1000 лет возникнет Монгольская империя, возникла дикая и воинственная империя Хунну. Уже через 50 лет она расширила свои границы от Тихого океана до Каспийского моря. Якобы они просто хотели контролировать Великий Шелковый путь, чтобы получать доход. Именно из-за них якобы была построена Великая Китайская стена. Еще через 100 лет империя Хунну была разгромлена китайцами империей Хань и распалась. Последовали годы гражданской войны и подчинения Китаю. А в 155 году уже нашей эры северные Хунну были окончательно разбиты, и в этот момент начинается самое интересное. Вместо того, чтобы ассимилироваться или присоединиться частями к вновь образованным китайским провинциям, Хунну решили бежать. Бежать на запад. Всем народом. Прям как евреи от египтян. И внезапно это послужило началом великому переселению народов. Разбитые несчастные Хунну двигались на запад, завоевывая лежавшие на пути города и государства, вынуждая тех, кто там жил, тоже бежать, но уже от них. И таким образом передвижение Хунну на запад спровоцировало величайшее в истории переселение народов. Возле Аральского моря Хунну разделились на две части. Одна пошла на запад и дошла до Римской империи. Они стали известны как гунны, а вторая пошла на юг, в междуречье Амударьи и Сырдарьи, где организовало государство так называемых белых гуннов или эфталитов. Это, конечно же, официальная версия, слушая которую хочется то ли плакать, то ли смеяться. Ну, просто вслушайтесь в это. Несчастные, разбитые в пыль и прах китайцами гунны, спасаясь от них, не завоевывали все народы на пути своего бегства, а гнали их впереди себя, а затем совершенно случайно сокрушили Римскую империю. Ни до, ни после этого в истории человечества таких случаев не было. Завоеватели попросту ассимилировали завоеванные территории, пополняя свои армии из местных жителей. А хунну, наводившие страх на китайцев до такой степени, что те построили от них стену общей длиной 20 000 километров, вдруг настолько испугались этих китайцев, что убежали от них за 5000 километров на другой конец континента, в другое полушарие, уничтожая при этом все на своем пути. Звучит как параноидальный бред шизофреника. Звездный путь. И все это порождает массу вопросов. Например, почему хунну разделились возле Аральского моря? Почему все последующие завоевания шли тем же путем и оттуда же? Причем с такой же чудовищной скоростью. Почему в районе Амударьи вдруг внезапно появились из ниоткуда целые народы? Почему сейчас все те места, где возникали огромные империи, почти безлюдны и пусты? Почему от народов и империй, возникших в районе вокруг Байкала, не осталось их городов? На самом деле на все эти вопросы прямо-таки напрашивается очевидный и логичный ответ. Нет, не потому, что они были кочевниками. Этот бред оставьте официальным историкам. Переселение целых народов вместе с детьми, женщинами, стариками, скарбом и скотом, тем более такое великое, как переселение хунну, могло быть вызвано только одной причиной – глобальная катастрофа. Люди спасались от того, с чем не могли справиться или договориться. Не от людей.
Сейчас на месте вокруг Байкала как раз граница вечной мерзлоты. Сложно себе представить, чтобы в таких условиях могли сформироваться целые империи. Они и не сформировались. Их по сей день там нет, поскольку условия для жизни там крайне суровые. Но они там точно были, когда климат был гораздо теплее и мягче, чем сейчас. В прошлых фильмах мы с вами уже неоднократно обсуждали, что граница вечной мерзлоты, нефтеносных, угольных и газовых бассейнов на всей Земле совпадают со следами падения огромных метеоритов. Старые карты, наложенные на современный ландшафт, однозначно показывают, целые границы материков были иными. Названия племен, до сих пор живущих в тех местах, также несут на себе отголосок той катастрофы. Например, самоеды. Это означает людоеды. Или остяки. По-русски это почти буквально слово «остатки», то есть последние оставшиеся. Просто в слове пропущена одна буква «Т». Мало того, она даже и не пропущена. На некоторых славянских языках до сих пор буквально есть слово «остаки» или «остяки», обозначающее остатки стеблей пшеницы в земле после сбора урожая. Великая Китайская стена проходит как раз в тех границах, где остановился гигантский сель, гигантское цунами, вызванное падением северного астероида. То самое цунами, которое уничтожило мамонтов, образовало слой вечной мерзлоты и сформировало новые границы континента, восточнее реки Лены. Естественно, люди пытались спастись. Вместе со всем, что могли утащить с собой. И те народы, которые они встречали по дороге, не сопротивлялись им, а тоже спасались бегством. Старые карты также дают ответ и на вопрос, почему народы внезапно возникали в междуречье реки Амударья. Именно там, где сейчас степи и пустыня Каракумы. Тут тоже ничего сложного. В тот момент не существовало никакого Аральского и Каспийского морей в современном виде. Тогда было одно огромное Каспийское море. И, подходя к нему, нужно было обогнуть его либо с юга, либо с севера. Так и возникали из ниоткуда народы именно в регионе Амударьи. Просто там была восточная граница Каспийского моря. А на самом деле все они шли примерно из одного места – Прибайкалья. И, скорее всего, все эти исторические нашествия – это одно и то же нашествие, искусственно размазанное историками на несколько этапов в 1000 лет. За эту версию выступает уже известный нам факт о том, что подавляющее большинство рукописей появилось внезапно в 1423 году и позже, благодаря группе, возглавляемой Мануилом Хрисолором, а также тот факт, что изображения правителей до 15-16 веков, хроники, иллюстрации к ним – все было нарисовано явно наспех и людьми без малейших понятий о художественном ремесле. Они делались буквально словно под копирку одним или несколькими рукозадыми писцами. А потом внезапно начинается эпоха Возрождения. То есть у нас есть обоснованное предположение о некой природной катастрофе, которая погнала с насиженных мест целые народы Сибири, которая уничтожила их города и страны. Но почему они шли именно на запад, а не на юг, к примеру? Как мы с вами уже знаем, хоть эта катастрофа и затронула не только всю нашу планету, но и всю Солнечную систему, отдельные ее эпизоды приходили на Землю волнами, затрагивая отдельно те или иные регионы. А затем наступала пауза, длившаяся порой сотнями лет. Ведь катастрофа была космическая, и расстояния, соответственно, были космические. А значит, и временные промежутки исчислялись годами, десятилетиями и даже столетиями. А значит, в тот момент на юге все было тихо, скорее всего. Тем не менее, народы пошли не на юг,
а на запад. Что их вело? И вот тут мы вспоминаем ключевые даты. Дата нашествия сельджуков на Византийскую Римскую империю – 1054 год. И ровно в том же году в Константинополе происходит Вселенский собор, на котором состоялась Великая схизма, то есть раскол христианской церкви на православную и католическую. Выглядит уже интересно. Может сложиться ощущение, будто сельджуки бросились восстанавливать порядок в Римской империи и христианском мире. После того, что я рассказал чуть раньше, я вот уже не уверен, что они были тогда мусульманами. Вполне вероятно, что они также были христианами, тем более, что на их территории в то время христианство уже процветало. Но есть и еще одно интересное событие, происходившее ровно в тот же год. Вот смотрите. Великий раскол христианской церкви начался 16 июля 1054 года. Очень важно знать дату и то, что это именно 16 июля. Потому что за 1,5 недели до этого, 4 июля 1054 года, в небе над землей вспыхнула новая звезда. В буквальном смысле эта дата зафиксирована астрономами, но почему-то практически не упоминается в религиозных источниках. Это сверхновая звезда. Ее название SN 1054. И сейчас она, точнее ее остатки, известны как крабовидная туманность. А в ее центре осталось ядро взорвавшейся звезды – пульсар SN 1054. Итак, 4 июля 1054 года на небе произошел взрыв сверхновой звезды. Он был настолько ярким, что был виден даже днем. Взрыв этой звезды видели и в Китае, и в Японии. Она изображена на наскальных рисунках индейцев Северной Америки. Поэтому предположить, что в Европе ее не видели, было бы наивным. Да, впрочем, эта звезда четко изображена на византийских монетах 1054 года. Точнее, там изображены две звезды. Одна – наше Солнце, а вторая, вероятнее всего, как раз эта самая сверхновая. Но упоминаний о ней в исторических летописях Европы нет, что однозначно говорит о том, что историю сознательно фальсифицировали, чтобы, например, не связывать ее с религиозными событиями. Но события были, и говорить, что они не связаны, просто смешно и преступно. Более того, эти события очень стройно укладываются в хронологию, по крайней мере, их начало. Вот смотрите, существовала некая религия, которую проповедовали по всей земле. Во всяком случае, во всей Европе, Азии и Африке. Затем, 4 июля 1054 года происходит взрыв сверхновой. На небе начинает сиять новая звезда. Более того, раз до Земли дошел свет от взрыва, значит, дошел и радиационный поток. Скорости у них сопоставимые. Срочно собирается Вселенский собор в Константинополе. Буквально через 12 дней после взрыва, на котором происходит некий кризис толкований, и христианство раскалывается на две части. Но на две ли? Тут уже начинается область догадок. Но поскольку мы точно знаем, что эту историю сознательно умалчивают, то можно сделать смелое предположение о том, что христианство тогда раскололось не на две части, а на три – католиков, православных и мусульман. Теперь посмотрим на другую часть планеты – Дальний Восток, Сибирь, Прибайкалье. Примерно в то же время происходит катастрофа на Земле в том регионе, связанная с падением астероида. Можно ли предположить, что события произошли примерно в один и тот же период времени? Да, но не одновременно.
это было бы слишком фантастично. Допустим, катастрофа в Сибири произошла за 10 лет до этого. Или за 1 год. А может быть, через 10 лет после этого, неважно. Важно другое. В тот момент, когда государства Дальнего Востока и Сибири находятся в разрухе, когда их города уничтожены, когда вокруг голод, холод и нищета, когда не остается никаких надежд, на небе вдруг загорается новая звезда, которую видно даже днем. Задайте себе вопрос, что вы будете делать? Само собой, вы воспримете это как знак, и вы пойдете в сторону звезды. Кстати, а в какую это сторону? Звезда ведь может быть точно над вами в зените. Не полетите же вы вверх, верно? Верно. Тогда давайте посмотрим на остатки этой звезды сейчас с точки зрения человека, находящегося на Дальнем Востоке. Возле озера Байкал, Балхаш или Амударьи. Запускаем программу Stellarium, отматываем время на 1054 год, затем изменяем регион наблюдения на Амударью или озеро Балхаш или озеро Байкал, то есть те регионы, откуда шли великие нашествия сельджуков, монголов, тимуридов, кыпчаков и прочих. Затем находим этот пульсар и смотрим, что получилось. А получилось у нас сразу 2 вещи. Первое. Пульсар взорвался в созвездии Тельца, а это значит визуально на небе это очень-очень близко к Солнцу. Как, собственно, и отчеканено на византийских монетах. 2 звезды рядом. Второе и самое интересное. Звезда восходит в ночном небе за час до Солнца, затем весь световой день идет впереди Солнца и затем заходит на западе. Что это, как не путеводная звезда? Что это, как не знак идти на запад? Эпилог. Итак, перед нами разворачивается целый триллер на фоне драматических событий. В космическом пространстве вокруг Земли разворачивается трагедия, уничтожающая почти все планеты и цивилизации нашей Солнечной системы. Земля частично выживает, но с большими потерями и периодическими автошоками с повторениями локальных катастроф через определенное время. Среди команды богов, призванных восстановить цивилизации, сначала на Земле, а затем и в Солнечной системе, появляется один, который решает забрать всю власть себе. Это Зевс. Он предательски запирает Кроноса в некоем замкнутом пространстве – Тартаре. Однако сохраняется масса недовольных богов, часть из которых запирают вместе с Кроносом, но другая часть скрывается и начинает готовить восстание. Так появляется пророчество о том, кто свергнет Зевса. Все это происходит на фоне возвращающихся катастроф. В конце концов, по глупости самого Зевса из Тартара выпускают Кроноса, и начинается титаномахия. В этой войне Зевс вновь побеждает, однако с большими потерями, в том числе потерями своей главной базы в Африке. Африку засыпает песком, поэтому Зевс срывается с насиженного места и вместе со своими людьми перебирается в опустевшую вотчину Кроноса – Европу, попутно полностью уничтожая среди людей всех остальных богов. Он провозглашает себя единственным богом. Начинается идеологическая война. Через некоторое время Прометей наносит сокрушительный удар по единобожию появлением Христа. Единая религия начинает раскалываться на множество конфессий. Появляется католичество, православие, ислам и сотни их ответвлений. Примерно в этот же момент происходит очередная катастрофа, уничтожающая всю Сибирь и Дальний Восток, превратившая их в мертвую безлюдную территорию. Возможно, именно потому, что с этого момента у Зевса больше нет столько сил и могущества. И главное, он не может показать других богов, поскольку провозгласил себя единственным.
Большая часть выжившего населения Сибири и Дальнего Востока идет на запад вслед за внезапно появившейся в небе сверхновой путеводной звездой. Начинается великое переселение народов. Однако сидящие в Константинополе и Никее религиозные деятели пишут новую историю, разбавляя одно нашествие народов на множество разных. Попутно пишут новую историю для целой Европы, добавляя несуществующие события и несуществующих людей и удаляя реально существующих людей и события. Например, упоминание о вспыхнувшей на небе звезде. Характерно, что оставшиеся упоминания о ней относятся к Китаю, Корее, Японии и Америке, то есть там, куда европейские писатели не могли тогда дотянуться. И это полностью доказывает фальсификацию истории еще в те древние времена. Просто потому, что взрыв сверхновой на небосводе 4 июля 1054 года – это факт, доказанный как официальными астрономами, так и историческими записями Китая, Кореи, Японии, Америки, но напрочь отсутствующий в европейских исторических упоминаниях. А ведь это второе солнце сияло в небе не просто одномоментной вспышкой, нет. Оно светило минимум 2 года, с 1054 по 1056 год. Неужели вы думаете, что люди, к примеру, описавшие поведение Плиния Старшего в бане во время извержения Везувия, не сочли нужным упомянуть второе солнце на небе? Неужели вы думаете, что во время проведения эпохального собора, решавшего главнейшие религиозные разногласия христианства, попросту проигнорировало внезапное появление второго светила прямо над ними? Если так, то вы просто религиозный фанатик новой религии под названием «наука». И тогда с вами не о чем говорить, потому что не заметить такое невозможно. А если это событие все же прошло незамеченным, то это прямое свидетельство переписывания истории. Само собой, все, что я сейчас рассказал, это не более чем мои фантазии. Но, по сути, они мало чем отличаются от тех фантазий, что мы привыкли считать истиной. И вопрос даже не в мифологии, а в том, что у нас есть стопроцентное доказательство переписывания истории. А значит, абсолютно всю историю можно подвергнуть сомнению –